Всем привет, друзья! В этом видео хочу показать смоляные фигурки и аксессуары, которые я заказал на AliExpress. Приехали посылочки вот в таких вот простых почтовых конвертах. Сейчас я извлеку фигурки и рассмотрим их поближе. Итак, здесь у меня 3 комплекта, и начнем, пожалуй, с аксессуаров. Приобрел вот такие вот смоляные сложенные вещи, и, судя по всему, это немецкие куртки. Но по большому счету их можно выдать и за какие-нибудь рабочие робы. Например, вот на этой просматриваются на воротнике какие-то знаки, но их можно срезать. Я думаю, такие сложенные вещи смогут украсить не только диораму или виньетку, но и даже отдельно стоящую модель. Пролито все просто отлично. Замечательно просматриваются складки одежды, пролиты рукава. Одним словом, очень реалистичные получаются элементы. При должном подходе к покраске это будет достаточно заметный элемент, который очень здорово оживит, как я и сказал, и модель, и диораму. Вот здесь прям так классно пролит смятый рукав, очень реалистично. Вот еще один вариант. И еще одна куртка. Здесь, как вы поняли, все вещи лежат на какой-то поверхности, и вот только одна куртка висит на крючке. Честно говоря, хотелось бы большего разнообразия, например, больше висящих вещей, или же вещь, которая бы свешивалась с некой поверхности, например, со стола. Но такие варианты тоже очень интересны. Следующий комплект – это смоляные головы с головными уборами. Причем это гражданские головы. Взял их по двум причинам. Во-первых, мне нужны гражданские головы. Дело в том, что фигурки солдат еще можно, некоторые фигурки солдат еще можно адаптировать под гражданскую тему, но вот на головах у них отлиты армейские головные уборы, и с этим уже ничего не поделаешь. Так что головы хотелось бы заменить. И вот такие вот отличные смоляные варианты нашел на AliExpress. Прекрасно здесь пролиты лица. Замечательно все просматривается. Головы здесь либо вообще без головных уборов, либо со шляпами. И это вторая причина, по которой я выбрал этот набор. Дело в том, что я подбираю образ для одного славного парня, который хочу исполнить, и, возможно, одна из этих голов станет его лицом. Если вы вдруг догадались, о каком парне речь, то напишите в комментарии. Ну что ж, головы мне понравились, лица, как вы видели, здесь прекрасно пролиты, ну и размер голов также соответствует 35-му масштабу. И третий набор из посылки – это вот такая вот гаечка. Смоляная фигурка девушки-механика. Отлично девочка смотрится, прекрасно пролиты детали, складки одежды, фигура. Просматривается лицо, очки на голове. Руки здесь даны отдельно. Одной рукой она поправляет, собственно, эти очки. А во второй руке у нее сварочный аппарат. Ну вот как-то так это может смотреться в сборе. Взял эту фигурку для того, чтобы демонстрировать ее
рядом с какими-то подсборками и деталями модели, для того, чтобы запечатлить эти детали в масштабе с фигурой человека. И для этих целей подбирал какую-то тематическую фигурку, либо же нейтрального персонажа. И вот когда увидел эту девушку-механика на AliExpress, решил, что она мне подойдет наилучшим образом. Но здесь все не так гладко, оказалось, что она немножко не в масштабе, как по мне. Вот, например, фигурка человека от MiniArt в 35 масштабе, и девочка рядом с ним смотрится совсем уж миниатюрно. Еще фигурка женщины, или вот кондуктор в трамвае. И если с ростом еще можно мириться, то голова у девушки совсем небольшая. Ну, можно предположить, что это подросток. В целом с натяжкой в 35 масштаб попадает, и рост у нее здесь будет где-то 1,55 м, 1,60 м. Ну а если пересчитать ее в 43 масштаб, то здесь где-то уже 1,80 м, 1,90 м. То есть такая длинноногая модель выходит. Возможно, я ее, кстати, использую и для 43-го. Ну а может будет такой себе универсальный персонаж. Ну, посмотрим, как она приживется. Для начала надо будет ее собрать и покрасить, и уже сфотографировать рядом с какими-то моделями или деталями, ну, чтобы понимать, насколько хорошо она вписывается в картину. Если же она все-таки окажется маловато, то будем искать другие варианты. У MiniArt уже вышло несколько наборов гражданских фигур на тему автосервиса, и среди них можно подобрать что-то для моей темы. Или же я буду использовать вот этого персонажа. Я его изначально и хотел взять на эту роль, но потом все-таки обратил свое внимание на каких-то механиков. У этого дядьки такая свободная, спокойная поза, и он отлично пойдет для того, чтобы демонстрировать на его фоне какие-то детали или подсборки модели. Ну вот, кстати, можно сравнить еще с головами из этой же посылки. Разница значительна. Итак, друзья, вот такими смоляными дополнениями пополнились мои запасы. Напишите в комментарии, используете ли вы подобные аксессуары. Ну а если этот обзор был вам интересен, то не забудьте поставить лайк и подписывайтесь на канал, если вы здесь впервые. Я же благодарю вас за внимание, всем пока и до встречи в следующих роликах.